Всем привет! Меня зовут Максим, вы по-прежнему на канале Motomаximus. Ну что, друзья, мы подобрались с вами к финалу армейских ЭРП. Сегодня у нас на обзоре ЭРП номер 1. Итак, для тех, кто не в курсе или только что присоединился, объясняю. Мы взяли курс на обзор всех армейских ЭРП с 7 по 1. Почему с 7? Потому что прошлым сезоном у меня было несколько 7-х ЭРП. Я весь сезон с ними катался, использовал их в путешествиях. Мне все это очень понравилось. И я захотел попробовать все остальные ЭРП. Магазин Резерв 116, который я нашел на Алиэкспресс, ссылочка, как всегда, в описании, предоставил мне все остальные ЭРП, и мы с вами рассмотрели внутреннее содержание всех ЭРП 7, 6, 5, и вот подходим к первому. Итак, для чего мы все это делаем? Ну, во-первых, я говорил о том, что это очень удобная и классная вещь для путешественника, и я решил вам показать ее изнутри. Ну, а во-вторых, на всех ЭРП, кроме номера и завода-изготовителя, срока годности ничего не указано. Соответственно, взяв в руки вот первый ЭРП, вы в принципе не сразу поймете, что у него внутри и подходит вам этот ЭРП или нет. Также, когда я использовал 7-й ЭРП, я понимал, что 7 ЭРП по дням недели, с понедельника по воскресенье, рассчитано на то, чтобы боец, ну или путешественник, как в нашем случае, каждый день питался разными продуктами, разнообразил свое меню и, грубо говоря, не уставал от одного и того же. Когда я начинал эти обзоры, друзья, я был уверен, что в каждом ЭРП, в каждом дне недели меня ждут разные меню, разные блюда. Я, конечно, понимал, что ложки, вилки, соль, перец будут в каждом ЭРП одинаковые, а вот первые блюда я ожидал, что они будут прям вот, разнообразие. Если честно, я думал, я увижу и первые блюда, и рыбные блюда, но я этого ничего не увидел. Все консервы повторяются. Вот сегодня мы откроем с вами первый ЭРП, и опять же его первые блюда. Вы увидите, что они встречались нам в других ЭРП. Не знаю, почему так, то ли энтузиазма не хватило у разработчиков этих ЭРП, то ли были выбраны самые нейтральные продукты, которые подходят всем. Но не будем вдаваться в подробности. Так или иначе, я могу смело сказать, что вот завершая обзор этих ЭРП, я однозначно рассматриваю эти ЭРП для своих путешествий. Забегая вперед, могу сказать, что мною закуплены еще несколько других ЭРП, уже не армейских, уже общегражданских таких. Они тоже интересны, они тоже, в принципе, имеют место быть, и их я вам со временем тоже покажу. Сезон у нас впереди, так что все увидите, друзья. Итак, давайте открывать первый ЭРП, заглянем в него, узнаем, чем он похож или отличается на другие ЭРП, и будем с вами, так сказать, перерезать красную ленточку и завершать тему с общевойсковыми армейскими ЭРП. Еще раз напоминаю, что производителем этих всех ЭРП, которые мы с вами рассматривали, выступает ООО «Мценский мясоперерабатывающий комбинат». Изготавливается это все для армии России. Каждый ЭРП рассчитан на сутки, на 3 приема пищи, но в моем случае мне хватает такой вот коробочки на 1,5, а то и на 2 суток. Итак, давайте открывать. Напоминаю, что все эти ЭРП, они идут в упаковке тетрапак. И я вам советую, лично я так делаю, а вы уже сами смотрите, я обычно стараюсь аккуратно открывать эту коробку, насколько это возможно, не разрывать, не разрезать ее, потому что за один раз вы все не съедите, и как минимум весь день вам нужно это с собой еще возить, носить. И чтобы все это не разваливалось, вы можете вот так вот аккуратно раскрыть, все это превращается в некое подобие такой сумочки, и вы будете это все переносить с собой до вечера, пока не съедите. Итак, достаем. Внутри у нас коробка картонная. Здесь у нас пусто. Оставляю вам ее на обозрение. Ну а мы с вами давайте вот это все, что вывалилось, сложим обратно. Номенклатурка. И будем разбираться, что у нас с вами в первом ЭРП. В ЭРП номер 1. Итак, повидло яблочное. Вкусная вещь. Встречается в каждом ЭРП. Мне оно очень нравится. С галетами, с чаем. Прекрасная сладость. Я думаю, никто от этого не откажется. Напитки Любава. Концентрированные, растворимые. Напиток пригодный. Но повторюсь, что в 7-м ЭРП, который у меня был от другого завода-изготовителя, там были также 3 быстроразводимых напитка, но были разные вкусы. Персик, малина, вишня. Это намного лучше, чем когда у тебя на день все напитки одинаковые. А если еще представить, что у тебя 7 ЭРП и ты 7 дней недели пьешь одну и ту же Любаву, наверное, она к воскресенью тебя уже подтошнит от нее. В общем, не знаю, почему так. Можно было разнообразить, но производитель не посчитал нужным.
У нас с вами в этом ИРП, как и во всех остальных, идут 3 влажные салфетки для того, чтобы мы в начале еды могли продезинфицировать свои руки в условиях всяческих заболеваний. Это очень и очень полезно. Идет портативный разогреватель, он присутствует в каждом ИРП. Напомню, с помощью него вы можете разогреть первые блюда. Я вот разные ИРП вам показываю, но никогда его не открываю. Вот думаю, специально сделаю. Покажу вам. Здесь вот идут 3 таблетки сухого горючего. Вот эта вот железочка, она предназначена для того, чтобы ее вот так согнули. И из нее получается у вас разогрев. Вы вот так вот ее ставите. Сверху ставите сухое горючее, поджигаете его и сверху ставите консерву, разогреваете. В принципе, когда вы в полевых условиях, наверное, эта вещь пригодная, хотя довольно-таки хлипкая, но тем не менее консерву разогреть можно. Но я предпочитаю возить с собой газовую горелку, на ней это все делать быстрее, проще и удобнее. Ну а если уже у вас нету газовой горелки и вам пришлось разогревать вот на этом вот приборе, я лично пару раз это делал, и я знаете, как делал? Я выкапываю ножом небольшую такую ямку, погружаю эту штуку в ямку, потому что все равно, когда ветер гуляет, сверху консерва, все тепло остается, и оно разогревается намного быстрее и качественно. Так что это вам небольшой лайфхак от меня. Итак, у нас идет в этом ИРП, так же, как и во всех остальных, БАД. Биологически активная добавка, и либо же поливитаминка. Вещь замечательная, там куча аминокислот, есть все витамины, весь комплекс. В общем, один раз в сутки эта вещь однозначно полезная. Идут у нас с вами столовые приборы, 3 пластиковые ложки на 3 приема пищи, вот они. И 1 пластиковый нож, в принципе, это очень удобно, покушал, выбросил. Хотя, с другой стороны, мусорить тоже нехорошо. Но у меня, если честно, всегда свои приборы, и эти вещи я просто катаю, а потом где-нибудь в мусорник выбрасываю. Но пару раз использовал, когда забывал свою ложку и вилку. Идут у нас с вами в этом ИРП, так же, как и во всех остальных ИРП, 3 таблетки Аквабриз. Для тех, кто смотрит меня первый раз и все эти обзоры, объясняю, что эти таблетки нужны для того, чтобы вы могли обеззаразить воду, которую вы пьете. 3 таблетки на 3 литра воды. Каждая таблетка Аквабриз способна убить всю вредоносную микрофлору в 1 литре воды. Если вы набрали из какого-то подозрительного родника или просто у вас вода непонятного происхождения, закидывайте Аквабриз, спокойно пьете, чтобы не отравиться. В этом ИРП, так же как и во всех остальных, 3 пакетика сахара белого рафинированного. Сахар замечательный, насыпано в каждом пакетике очень и очень добро. Это не вот эти вот, знаете, тоненькие пакетики, которые дают на заправке вместе с кофе. В этом пакетике где-то 2 ложки сахара. Поэтому на большую кружку чая или кофе этого более чем достаточно, даже для меня, для жуткого сладкоежки. Вот они, кстати, идут спички, влаговетрозащищенные, для того, чтобы поджигать вот это сухое горючее. Они иногда идут в таких приятных упаковочках, а иногда вот в таком вот в дряблом полиэтилене. Ну, по сути, и те спички поджигаются, просто, видать, разные производители. Вещь замечательная, даже если вы не используете сухое горючее, вы эти спички можете оставить куда-нибудь в карман, закинуть и завтра развести ими костер. Для туриста вещь замечательная. Идет приятная такая вещь, которая встречается в каждом ИРП, я считаю, это большой плюс. Это 10 дрожжей жевательной резинки. После еды или просто чтобы освежить дыхание, пожевать резинку, ну это прям милое дело. Если ты, выезжая в дорогу, где-нибудь забыл ее купить в магазине, у тебя она всегда под рукой есть. Также из сладостей у нас с вами идет армейский шоколад, вот в такой вот аутентичной камуфляжной упаковке. Шоколад черный, самый, что ни на есть, обыкновенный, ничего сверхъестественного, но с чаем довольно-таки вкусно. Как всегда в этом ИРП, как и во всех остальных, представлена моя любимая пара. Это кофе черный и сливки сухие растворимые. Много раз уже объяснял, что мне очень нравится вот это сочетание. Почему? Потому что кофе я люблю пить с молоком или со сливками. Когда я куда-то отправляюсь на мотоцикле в путешествие, везти с собой сливки или молоко – это не всегда правильное решение, потому что оно довольно-таки быстро пропадает, сворачивается, а вот сухие сливки, с ними ничего не будет. Поэтому вот эта вещь меня всегда очень радует в каждом ИРП. Итак, пошли у нас с вами небольшие консервы. У нас в этом ИРП идет
паштет печеночный. Напомню, этот паштет встречается не везде. Иногда вместо него попадается фарш колбасный. Паштет печеночный довольно-таки вкусный, но также здесь идет паштет нежный. Если честно, большой разницы между ними я не вижу. Вкус немного отличается, но по сути это очень похожие консервы. Итак, у нас, как всегда, две одинаковые консервы, одинаковые снаружи, но разные внутри. Тем, кто не смотрел предыдущие ИРП, я многократно говорил, что непонятно, почему консервы одинакового размера сделали совершенно одинаковые снаружи. И для того, чтобы понять, в чем разница, нужно прочитать надпись. Дело в том, что они совершенно разные внутри. И вот здесь у нас с вами пюре из яблок натуральное. Это замечательная такая сладость, похожая на детскую пюрешку, детское питание. Вещь прекрасная, всем советую ее не пропускать и обязательно попробовать. А вот в этой консерве, которая выглядит точно так же, здесь у нас шпик соленый консервированный. По сути, это свиное сало. Если хочется сладости, можно вот так вот по темноте не успеть прочитать и намазать на бутерброд вместо пюре яблочного, намазать шпика соленого. Ну, кому-то нравится. Я лично эту консерву не ем, чаще ее выбрасываю. В этом ИРП, в ИРП номер 1 у нас с вами сыр плавленый, стерилизованный. Сыр — это неизменный атрибут каждого ИРП, и это ИРП не исключение. Сыр вкусный, вполне пригодный к питанию. И вместо рагу из овощей, которое было во втором ИРП, здесь идет икра из кабачков. Лично я больше люблю те ИРП, где встречается икра кабачковая, потому что я люблю ее больше. Как и в каждом ИРП, друзья, у нас с вами здесь идут 4 пачки галет. Галеты высшего сорта, галеты первого сорта. Галеты высшего сорта больше напоминают белый хлеб. Их я люблю есть с какими-то повидлами, с чем-то сладким. Ну а вот галеты первого сорта — это по сути серый хлеб. Их лучше употреблять с первыми блюдами, с мясом или с паштетами. В каждом ИРП, как и здесь, идут чай черный листовой, для того, чтобы утром или вечером, кому как больше нравится, попить чаю, к нему есть сахар. В принципе, это большой плюс, что в каждом ИРП они присутствуют. Также у нас с вами здесь присутствуют специи. Эти специи есть тоже в каждом ИРП. Соль и перец. Напоминаю, что консервы многие, особенно вот первые блюда, они приготовлены довольно-таки нейтрально. Наверное, для того, чтобы они подходили ко всем, потому что люди все с разными вкусами. И поэтому вы можете посолить или поперчить уже по своему вкусу. Я пользуюсь этим всегда. По сути, все. Мелочь мы все вытащили. И у нас остаются те консервы, которые всегда у нас отличаются. Или почти отличаются, как я сказал в самом начале. Это 3 первых блюда. Коробка пуста, за исключением 3 бумажных салфеток. Ее мы убираем в сторонку. Итак, давайте смотреть, что же у нас в ИРП номер 1 на первое. Итак, в ИРП номер 1 первое из 3 первое блюдо — это рис с курицей и овощами. Точно такой же рис с курицей и овощами мы с вами, друзья, встречали в 5-м ИРП. Я люблю все куриное, и, если честно, лично я бы предпочел, чтобы консервы с курицей встречались в ИРП почаще. Но как-то так сложилось, что в ИРП больше используется говядина. Но, тем не менее, рис с курицей и овощами — замечательное вкусное блюдо. Мне оно очень нравится. Я всегда встречаю его с радостью. Но напоминаю, что оно здесь повторяется в 5-м ИРП. Второе первое блюдо — это мясо с зеленым горошком и морковью. Напомню, что такая консерва встречается у нас с вами в 7-м ИРП, с которого мы все начинали, и в ИРП номер 4. Консерва довольно-таки неплоха собой, но единственная ее проблема порой бывает, что она называется мясо с зеленым горошком, с морковью, но иногда мясо там приходится поискать. Его там, честно вам скажу, немного. Но раз на раз не приходится, иногда попадаются хорошие кусочки. Там, я так понимаю, тушенка используется, и тогда эта консерва вполне пригодная. Но, если честно, я бы лично ее заменил бы на какую-нибудь гречку, допустим, с тушенкой, что-нибудь такое. И третье блюдо, друзья, это говядина тушеная. И опять повторение, это блюдо было у нас в 5-м ИРП. В принципе, тушенка неплохая, но к ней всегда хочется что-нибудь типа пюре. Можно использовать, в принципе, галеты, тогда она идет намного лучше. Ну вот, по сути, и все, друзья. Это был первый ИРП. Я думаю, конечно, уже интерес у вас к этим ИРП немного поугас,
потому что пока мы прошли с 7 по 1, мы поняли, что по сути они сильно друг от друга не отличаются. Разница у них всегда вот в этих 3 блюдах. И еще иногда бывает небольшая разница, когда вместо паштета печеночного кладут фарш колбасный, или же когда вместо икры из кабачков идет рагу из овощей. В остальном во всем все внутренности повторяются. Но тем не менее, должен, друзья, сказать, что это замечательная вещь для путешественника. Все, что нужно, когда вы отправляетесь в дорогу, это взять вот эту коробку, закинуть в рюкзак, закинуть в кофр и отправляться в путешествие. Единственное, что нужно всегда предусмотреть, чтобы у вас была чистая вода. Ну или же, если по пути у вас планируются родники, можно набрать из родника. Вода, конечно же, всегда нужна элементарно, чтобы развести тот же самый концентрат напитка ягодный, нашу с вами любаву. Вот. А в остальном это прекрасная вещь, удобная, практичная, быстрая. И в принципе, друзья, несмотря на то, что у нас с вами разные вкусы у всех по большинству, и желудки у нас с вами работают по-разному, все эти продукты приготовлены довольно-таки нейтрально. И ни одним из них вы уж точно не отравитесь. Вкусно, невкусно, это уже дело предпочтений. Но кушать это все можно смело. Единственное, конечно же, смотрите всегда на сроки на упаковке, чтобы продукты не были просрочены. Но мои друзья, которые служат по контракту, говорят, что эти ИРП попадались к ним и 2 месяца, и 3 месяца, и полгода просроченные. Они их кушали. Ну, иногда бывали такие ситуации, когда приходилось и такие кушать. И говорят, в принципе, все вкусно и все нормально. Напоминаю, друзья, если какой-то из этих ИРП вам понравился, внизу под каждым обзором я оставляю ссылку на магазин Резерв 116. У них всегда есть все ИРП, пожалуйста, заказывайте. Они торгуют с сайта AliExpress. Напрямую пишите им, заказывайте, говорите по срокам, говорите по разным ИРП. Не обязательно заказывать с 1 по 7, можно заказать там 10 первых или там 10 седьмых ИРП. В общем, как вам больше нравится. Заканчиваем с армейскими ИРП. Наконец-таки мы рассмотрели их все. Переходим к другим ИРП, потому что их много, оказывается, всяких разных на рынке. От себя, друзья, как всегда, желаю вам питаться только вкусной, полезной и правильной пищей. Ну и, конечно же, старайтесь как можно больше путешествовать. И всем добра!